Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня в этом видео мы будем делать новую брошь в форме сердца. И в этом видео мы также будем использовать необычные новые материалы, которые до этого мы не применяли. Но прежде подписываемся на мой канал, ставим лайки и жмем на колокольчик. Не забываем делимся этим видео со своими друзьями и подругами-рукодельницами. Список всех расходных материалов я, как всегда, выложу в описании, которое вы найдете внизу под этим видео. В этот раз мне захотелось использовать какие-то новые материалы, которые мы еще не применяли. И я решила, что для этого прекрасно подойдет бархат, предположительно красного цвета. И давно мы не баловались пинами. Пины — это такие маленькие металлические гвоздики, которые используются для изготовления бижутерии. А поскольку мы ни разу еще не применяли кисточки из ниток, я думаю, что сейчас самое время начать. Для работы нам обязательно понадобится картон высокой плотности, на котором мы будем вырезать нашу заготовку. Шаблон для заготовки я приложу в описании под этим видео. Из картона мы вырезаем сразу два сердечка. Берем небольшой кусочек бархата, у меня это небольшой отрезок 10 на 15. Бархат у меня синтетический, можно взять шелковый или любой другой, какой вы найдете. На кусочке бархата обводим выкройку по контуру и дорисовываем небольшой отступ около сантиметра. Нам это понадобится, это, так скажем, наш запас. Зачем это нужно, вы увидите потом в процессе. Вырезаем заготовку из бархата по намеченному контуру. Теперь мы будем приметывать край, прихватывать его нитками. Для работы я использую нитки Гутерман. Они из полиэстера. Нитки у них есть нескольких видов, потоньше и потолще. Та, что вот потоньше, у меня цвета 909, длина 200 метров, 220 ярд. К сожалению, толщину нитки они не указывают, и я не могу вам сообщить ее. В принципе, вы можете использовать любую нитку, любую синтетическую нитку, которая у вас есть. Это не имеет особого значения. Просто мне эти нитки нравятся, они у меня есть, и я их использую, почему бы и нет. Берем нитку в одно сложение и ею проходимся по краю нашей заготовки из бархата. Но не прям впритык, а где-то вот в этом промежутке между наружным контуром и внутренним контуром. Собираем всю ткань гармошечкой, а потом равномерно распределяем ниточку по всей длине, немножко присобрав заготовку. Далее для объема нам понадобится какой-нибудь наполнитель. У меня нашелся в закромах только вот такой синтетический наполнитель. Я его руками дополнительно разрыхлю, и у меня получится очень пышная воздушная прослойка между картоном и куском бархата. Этот комочек наполнителя я взбиваю немножко, чтобы он напоминал форму сердечка, и сажаю на картон при помощи клея. Я использую в данном случае клей Момент Кристалл. Но потом я нашла у себя клей Момент Гель, и мне показалось, что он как-то лучше держит. Начала использовать его. Вы можете даже использовать суперклей. У меня, к сожалению, его не было в наличии, поэтому мне пришлось выкручиваться. Через 5 минут, дав клею немножко схватиться, на эту заготовку мы будем натягивать уже обшитую по контуру бархатную ткань. Немного подсобрав ее гармошечкой, чтобы она держалась на картонке. Наполнитель, который выходит за контуры, мы прячем обратно. И самое расслабленное дело, мы просто сводим края при помощи нитки. Следующим этапом я предлагаю наклеить еще одну картонную заготовку. Я предлагаю также ее по контуру немножко обрезать, потому что нам не нужно, чтобы он торчал. Используем клей Момент Гель, именно гель, потому что когда до этого я использовала кристалл, у меня эти картонки отошли друг от друга, он не склеил их. Также ждем пару минут и приступаем к декорации. Для того, чтобы украсить лицевую сторону, я использую бисер чешский золотой, размер номер 15.
И буду пришивать таким образом, чтобы имитировать каретную стяжку, рисунок каретной стяжки. Но я не буду сильно затягивать. Правильнее, наверное, было бы сказать, что у меня бусинки здесь раскинуты в шахматном порядке. Кстати, пришивать мы будем на мононить. Толщина мононити 0,12 мм. Не надо бисер сильно утапливать. Он и так за счет того, что ткань имеет ворс, будет немножечко уходить вглубь. Таким образом я прохожусь по всей поверхности броши. И теперь нам нужно изготовить изнанку. Для этого я использую искусственную кожу, обвожу сердечко по контуру на этом куске кожи и вырезаю без каких-либо дополнительных отступов или припусков. Нам это не нужно здесь. Далее нужно будет наметить, где мы будем вставлять нашу булавочку. Я делаю это при помощи карандаша. Это не принципиально, но лучше карандаш, потому что ручка она может дать разводы и пятна на коже. Потом вы их не ототрете и просто испортите этот кусочек. На коже надо будет сделать незначительно небольшие разрезики, после чего протащить булавку через эту заготовку. Сегодня мы будем использовать красивую булавку, японскую, самую, скажем так, зачетную из тех, что существует, потому что на ней еще есть и специальный фиксатор, чтобы булавка не расстегивалась и чтобы брошка не терялась. Начинаем протаскивать с лицевой стороны изнанки за узкую часть, а широкая часть, то есть головка этой булавки, остается снаружи. Таким образом мы не делаем гигантских отверстий. Снова используем клей-момент гель, фиксируем булавку на кусочке кожи и наносим клей уже на всю поверхность. Прикладываем к сердечку и даем прихватиться какое-то время, придерживая руками, но не надо прям сильно злоупотреблять, просто чуть-чуть придержите. Даем время прихватиться. Итак, приступаем к самой интересной части. Сейчас мы будем мастерить кисточку, точнее украшать кисточку и соединять ее с основной частью броши.
У меня нашлась вот такая винного цвета красивая кисть. Чтобы ее украсить, я буду использовать пины. Для того, чтобы закрепить кисть, мне понадобится создать колечко необходимого мне размера. От этого пина откусываем шляпку, потому что она нам не нужна. И вдеваем ее в головку этой кисти. И потихонечку задаем необходимую форму, предварительно откусив все ненужное в длине. Пины могут быть как более тонкие, так и более толстые, могут быть длиннее, могут быть короче. У меня пин длиной 3 сантиметра, и толщина его, вот честно скажу, мне неизвестна, к сожалению. Но скажу, это довольно толстый пин, потому что его сложно согнуть, он очень плотный и меньше подлежит деформации. У нас получилось хорошее, добротное, скажем так, колечко. И теперь мы берем новый пин, откусываем от него шляпку и придаем кончику пина округлую форму, имитируем как бы петельку, на которую потом мы будем сажать то самое колечко с кистью. Для работы я использую обычные круглогубцы. Было бы хорошо, если бы у вас нашлись круглогубцы со специальными насадками в виде защиты, для того, чтобы не царапать поверхность пинов. У меня, к сожалению, таких кусачек нет, но вот хочу очень приобрести. Ну, чтобы не царапать, вы можете просто обмотать эту поверхность этой изолентой, но, правда, вы испортите инструмент. Далее у нас в ход идут бусины. Я использовала маленькую бусину Сваровски диаметром 2 мм. И следом я насаживаю на этот штифтик шапку-концевик для бусин. Потом у меня идет бусина Сваровски 8 мм и еще одна шапочка-концевик. Далее пин я загибаю, снова округляя конец, и будем прятать этот конец в самом основании броши. Да, в идеале было бы, конечно, лучше сделать это сначала, прежде чем вы начали приклеивать кожу. Но поскольку я об этом забыла, учитесь на моих ошибках. Для начала вы можете просто прихватить за эту петлю мононитью. Все излишки кожи нужно обрезать.
Для пущей надежности снова использую клей Момент гель. Просто наношу его на какой-нибудь кусочек проволоки или пин и промазываю вот тот участок, где мы пришивали нашу висюльку. Снова даем прихватиться пару минут и начинаем обрабатывать край броши. Это самый уже привычный для вас, наверное, момент работы. Кто еще не знает, как это правильно делать, я советую заглянуть в другое видео, где я рассказываю о способах обработки края броши, более детально показываю все варианты, в том числе этот, который называется обработка края броши при помощи бисера. Для начала на иголку надо насадить 2 бусинки. С лицевой стороны на изнаночную заводим иголку, на которой уже находятся 2 бисеринки. Во вторую бисеринку мы возвращаемся вновь иголкой и снова заходим с лицевой стороны и так далее. То есть мы по контуру идем, обязательно скрепляя изнаночную и лицевую часть и пряча все нюансы работы. Одна бисеринка у вас останется свободной, она понадобится нам в конце для закрепления, для закрытия края. Сводим концы с концами. Из последней бисерины мы выходим и заходим в первую, а потом при помощи нехитрых манипуляций прячем конец мононити под кожзам. Это довольно прочный способ, нить обратно не должна вылезти, только если специально дергать и дербанить. Чудесная брошь готова, можно носить. Надеюсь, видео вам понравилось. Вы сделаете красивую брошь. Жду от вас комментарии, лайки и подписки. Не забываем, делимся этим видео. Всем хорошего настроения. Пока!